Всем привет! Сегодня у нас расклад послания от твоего ангела-хранителя. И прежде чем начать, сразу скажу, перед вами колода номер 1, второй Да что ж такое? Нейроведьма и деда номер 1, нейроведьма и деда номер 2 и нейроведьма и деда номер 3. Колоду вы можете взять себе на бусти, я имею в виду макет, и распечатать себе. По авторским правам я вам ничего не скажу. Можете продавать, перепродавать, можете там на Озон, Wildberries, eBay, какие у вас там в вашей стране площадки есть, можете зарабатывать, не боясь, что я там на авторские права подам. Авторские права я никому не передавал, они также остаются за мной. То есть вы можете, что хотите делать, там продавать, зарабатывать. Вот я очень рад за одну девочку, которая вот на Авито начала продавать. Она взяла макеты, распечатала и начала продавать. И я вот таких людей ценю. Почему? Потому что, знаете, я колоды не продаю свои. На них я не зарабатываю, зарабатывать я на них и не хочу. Я делаю их от души просто. Если вы хотите там денежку лишнюю, там заработать и так далее, то, пожалуйста, я ничего не скажу против. Я, наоборот, только за вас порадуюсь и расскажу про вас в видео. Вы только мне напишите, где вы продаете и так далее. Вот девочка на Авито, но я ее случайно нашел. На Авито продает, можете на Авито вбить Таро нейроведьмы и деда, и у нее вот все 3 колоды в продаже есть. Также можете зайти в магический чат, вам там девочка распечатает. Или можете сами взять макет, распечатать, отнести в типографию там на флешке и так далее. Там макеты готовы уже к печати, поэтому ничего сложного нет. Макеты по всем стандартам. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Итак, сегодня у нас пятница вечер. Я вас поздравляю с осенью. Я знаете, как узнаю, что осень наступила? Начинаются, как сказать, вспышки агрессии от некоторых. Вот очень прям, иногда просто белиберда, но что поделаешь. Осень, весна, это, как говорится, магниты. Но, сразу скажу, сегодняшние расклады, они без комментариев, потому что что-то снял хорошие расклады на самопознание позавчера. Но вчера очень плохие расклады получились, кстати, потому что я как-то вот огорчился, что ли. То, что снимешь сильный расклад, там все, прям вот по полочкам все разложишь, психотерапевт такого не скажет. Или скажет, но за 15 тысяч рублей в час. А тут вот возьми, пользуйся. А мне даже, как говорится, 9 человек из там нескольких сотен оставили комментарий. Обидно немножко. Чё уж поделаешь, не буду же я вам скрывать, что мне пофигу на вас. Нет, мне на вас не пофигу, вы у меня единственные, кто остались. И когда обратную связь не получаешь на сильные расклады, немножко обидно. Поэтому сегодня, чтобы не расстраиваться, комментарии закрыты. А ссылки все в описании к видео или под прошлыми видео. Найдите ссылку на Бусти, берите макеты, я имею в виду. Продавайте себе, просто распечатывайте, пользуйтесь. Самое главное, что мне нравятся такие девочки, которые, я знаю, что тебе 50 лет, и ты какая я девочка. Кстати, в 50 лет я заметил еще, что многие себя хоронить начали. Какой мне в 50 лет ходить по кафе? Я вам еще раз повторяю, бабушка 86 лет. Проживание пришла, полетела на Мальдивы в первый раз. С этим, постоянно забываю, как называется, с парашютом, грубо говоря, прыгнула. Там не парашют, а вот этот параплан, что ли. А ты себя в 50 лет хоронишь. Эх ты. Так,
Все, давайте болтушки закончим и давайте... да, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. В комментарии нету, в описании только. Давайте начнем. Единички. Единички. Первые две карты сигнификации, остальные читаем парно. Что сейчас в жизни в твоей происходит? А у тебя сейчас, знаешь, я вижу ситуацию, где у тебя есть идея или вот какой-то проект, который тебя прям зажигает. Прям вот в попе иголки, извини меня за выражение. Ты чувствуешь сейчас азарт, хочется начать скорее, скорее, я вот уже все продумала. Но я был бы не я, если бы не было «но». Одновременно ты цепляешься за то, что уже есть, за стабильную работу, привычный доход, зону комфорта. Тебе страшненько отпустить старое и новое, в новое, как говорится, нырнуть. Ты как будто вот на пороге уже стоишь, но вот зайти ты не решаешься, вот этот один простой шаг сделать. Деньги, энергия, они сейчас кажутся тебе ограниченными, поэтому ты держишься за них крепко. Но это немножко тупик. Так можно топтаться на месте годами, веками и прочее. Энергия есть, а реализация, она застревает, потому что ты сама себя ограничиваешь. И ты давно хочешь сменить работу, запустить свой проект, но ты боишься потерять даже ту копейку, которую сейчас получаешь. И плюс к тому жалко тратить на это деньги. А вдруг не получится? Знаешь, в чем парадокс? В том, что вот если не рискнуть, ничего не изменится. Как я всегда говорю, ничего не делаешь, ничего не получаешь. Это вот многие женщины сидят дома, да, смотрят на свой холодильник и говорят: эх, дед мне мужика нагадал. Значит, из холодильника вылезет. А потому что она не выходит никуда. Ну, откуда он вылезет-то? Только из холодильника. Вот она сидит целыми вечерами, томно вздыхает и на холодильник смотрит. Вот так вот. И у тебя такая же ситуация. Как по мне, не по картам, а как по мне. Карты я скажу, а вот по мне не обязательно увольняться, чтобы начать свое дело. Понимаешь? Сейчас главное вот честно себя спросить, что тебе дороже. Иллюзия безопасности или шанс на развитие. Вот и выбирай. Послание от твоего ангела-хранителя. Ну, знаешь, твой ангел, он говорит, что хватит рвать жилы. Понимаешь? Сначала остановись. Силы восстанови. Ты сейчас вот как загнанная лошадь. Пытаешься все везде успеть, берешь на себя слишком много, а потом ты удивляешься, почему все из рук валится. И вот ангел-хранитель, он тебе четкий сигнал дает. Без полноценного отдыха никакие подвиги не будут в радость. Ты вымотана. Понимаешь? Вот потом, когда отдохнешь, можно идти вперед с новыми силами. Потому что, на работе сейчас, понятно, требуют от тебя постоянного вот этого участия. Ты как белка в колесе крутишься. И ангел, он прямо говорит: выбери там себе 2 дня, отключи телефон, спи по 8 часов и не бери никаких задач. Вот суббота, воскресенье завтра. Только так ты можешь перезагрузиться. И не путай отдых с ленью. Ни в коем случае. Если ты не остановишься сама, организм тебя сам остановит. Через болезнь, через срыв, через вот это выгорание.
восстановление — это не прихоть, это необходимость твоя, самое главное на данный момент, иначе бы карты нам это не показали. Дальше будет энергия действовать, но сначала дай себе время вот просто полежать 2 суток и ничего не делать. Максимум, что ты можешь делать, это вот: муж, принеси мне там борща и покушать вот прям в кровати. Я знаю, что ты этот, как ее называется, человек, который чистюля максимальный. Перфекционист чистюля ты. А ты вот сделай так, покушай в кровати. Вот не вылази, суббота-воскресенье не вылази из кровати. Смотри всякие смешные ролики и прочее, понимаешь? Какой совет? Ну, совет тут простой: принимай изменения как данность. Учись балансу в своих ресурсах, как деньги, так и энергия, так и время. Жизнь сейчас, оно как качели. То возможности подбросит, то, как говорится, в бытовуху, в рутину тебя окунет. И вот что самое главное, в чем совет: не пытайся все контролировать. На работе внезапно изменят условия там работы и так далее. В личных планах тоже коррективы появятся. Вместо паники скажи себе там: ну, посмотрим, что можно с этим сделать. Будем, как говорится, делать и так далее. И следи за балансом в своих деньгах, времени и силах. Если кому-то помогаешь, то о себе не забывай. Если помощь принимаешь, то не стесняйся. Сейчас, знаешь, вот закрываться в своей вот этой скорлупе никак нельзя. Но и раздавать себя направо и налево тоже нельзя. Подруга в долг просит, а у тебя денег впритык. Раньше ты бы дала и осталась бы там без света. Свет бы тебе отключили, потому что ты коммуналку не заплатил. А сейчас спокойно откажи. Понимаешь? Но предложи, например, другой вариант взамен. Там помочь найти подработку или там свозить там вещи на продажу, да? И ты остаешься в плюсе, и отношения не портятся. А ты же у носка. Я сниму с себя сейчас последнюю рубашку, тебе отдам, а сама потом буду валенки грызть. Вот так вот. Обязательно подпишись на канал, если ты не подписана. Комментарии я открою, просто я не хочу сегодня расстраиваться. И помни, что я с тобой рядом, а мы переходим ко второму варианту. Привет, мои любимые двоечки, поэтому, так как вы любимые, поэтому я буду к вам предвзят. Много ремня, мало дела. Ой, в общем, на картошку я вас жду. Первые 2 карты — сигнификация, остальное парно читаем. Что сейчас в твоей жизни происходит? Ну, знаешь, ты сейчас по картам в фазе, где нужно крепко на земле стоять и при этом новых чувств не бояться. Я про то, что ты сейчас как хозяйка. Контролируешь деньги, контролируешь быт, заботишься обо всех близких. Все стабильно, но внутри ощущение, что можно больше. И новые возможности подкрадываются тихонечко так, на цыпочках. Кто-то тебе предлагает новый проект. И у тебя там еще, может, старая идея всплывает о бизнесе, о которой ты раньше вот отмахивалась. И это не какие-то громкие перемены сейчас, а скорее, знаешь, вот намеки, что пора открыться чему-то легкому и искреннему. Но ты держишься пока за привычный уклад жизни. Все проверено, проверенные, как говорится, работа, проверенные люди, всех я знаю, понятные задачи. И ангел тебе шепчет, что можно позволить себе чуть-чуть больше спонтанности. Понимаешь? Если тебя подруга
зовет там на курс по рисованию, как называется, там по акварели, или там соседка помочь там с выпечкой просит. Вот такие мелочи, они кажутся для тебя несерьезными. Но именно вот они тебя вытянут из бытовухи, из рутины. Понимаешь? Твоя сила, она сейчас в том, что вот ты умеешь совмещать практичность с теплотой. Не блокируй ты эти маленькие радости под предлогом «мне некогда, потом посмотрим». Знаешь, в следующие 2 недели обрати внимание на предложения, которые тебе кажутся там, несерьезными, необязательными, потому что там ключик к обновлению твоей жизни без всякого риска. Понимаешь? Понимаешь. Какое послание от ангела-хранителя? Он говорит, что вот хватит топтаться на перекрестке. Речь идет про выбор, который ты откладываешь месяц, может, даже год откладываешь, и ты разрываешься между вот 2 направлениями. Понимаешь? И токсичные отношения закрыть не можешь, и на работе у тебя что-то, понимаешь, ты, как сказать, ангел говорит, что пора принять решение как взрослый человек. Не как идеальное, да, а вот четкое да или нет. Но про баланс нельзя забывать. Понимаешь? Ты выбираешь сейчас что-то новое, и вот этот вот перекресток у тебя, я не знаю, как по-другому сказать. Проследи, чтобы это не вытягивало из тебя вот там деньги, время, энергию, но баланс. Понимаешь? Блин, как это объяснить-то? Если, например, ты отказываешься от старого, да, то есть то, что позади, сделай это так, чтобы не оставить людей в подвешенном состоянии. Хочешь уйти с надоевшей работы, не сжигай до конца мосты, оставь контакты, передай дела там коллегам, подучи кого надо. Понимаешь? На курсы идешь, сразу рассчитывай. Бюджет, да, чтобы через месяц не паниковать и не вылетать с курсов. И вот ангел как раз подчеркивает, что ты сейчас в точке, где можно рискнуть, но только если ты продумаешь запасные варианты, понимаешь? Вот я не знаю, как это объяснить. Баланс. И не жди знаков свыше, идеального момента и прочее. Просто составь список, вот, например, 2 главы, да, что я теряю, что я получаю. А потом действуй, как по инструкции, понимаешь? Какой совет? Накручивать себя перестань. И прекрасно ты знаешь, о чем я. Вот эти мысли у тебя по ночам, когда ты каждую свою ошибку перебираешь, рисуешь вот эти катастрофичные сценарии будущего, которые еще даже не случились, даже намеков нет, что катастрофа будет. Твоя тревога, она как ком. Чем больше ты ее катаешь, да, вот этого снеговика, помнишь, в детстве катали? Чем больше катаешь, тем тяжелее становится, а потом ты его просто сдвинуть не можешь. И совет простой. Выбери свой один страх и проверь его на практике. Понимаешь? Например, боишься, что мужик тебе изменяет? Прям в лоб прямо спроси. Ты мне изменяешь, паразит? Если страшно, что начальник там твою идею не оценит, отправь ему там эти, бумажки по своей презентации и так далее до понедельника, прям на выходных. Переживаешь из-за здоровья, запишись на анализы. Симптомы ни в коем случае не гугли. Это самый бред, что можно сделать со своим организмом, это гуглить эти симптомы. У тебя там выйдет, знаешь, какой список болезней, даже если у тебя просто пальчик болит. И вот когда пройдешь через вот это все, ты поймешь, что реальность, она не так страшна. Понимаешь? Ты просто поймешь, что ничего страшного нет. Но главное, слушай не только голову, но и тело свое. Если при мысли там о человеке у тебя желудок сжимается, это знак, что нужно подальше держаться.
В новом деле чувствуешь азарт? Дай себе шанс попробовать. Не пытайся все контролировать. Сфокусируйся на том, что зависит лично от тебя только. Остальное — это вообще не твоя зона ответственности. Как и будущее, понимаешь? Я имею в виду не твое, а общее, из-за которого ты переживаешь. Обязательно подписывайся на канал, жмякни на колокольчик, и перейдем-ка мы к третьему варианту. Троечки, а у вас генеральная уборка. Напомню, что первый вопрос — это сигнификация, первые две карты, остальные парно читаем. Что сейчас в жизни происходит? Генеральная уборка. То есть, не такая уборка, да, вот, а про то, что ты вот решаешь старые вопросы, закрываешь хвосты, точки ставишь. Ты просто не хочешь больше тянуть с решениями, которые давно, как говорится, назрели. Это и про работу твою, где ты наконец-то говоришь, что тебя не устраивает. И отношения, где ты ставишь границы четкие. И сейчас, в данный период твоей жизни, ты вообще не готова мириться с тем, что тебя не слышат или там используют. Поэтому у тебя сейчас режим вот этой вот генеральной уборки. То есть режим жесткой расстановки приоритетов. То есть ты полностью контроль в свои руки берешь и прямо говоришь: вот так будет, вот так не будет, или я уйду. Но ты не угрожаешь, нет, а как вот констатация факта. То есть если вот так вот не будет, я уйду. И это сложно, но ты себя заставляешь, потому что ты просто уже запарилась от неясности. Особенно это касается вот зоны, где от тебя ждут постоянных уступок. Ты очень часто, как сказать, уступаешь, наступая себе на горло, вот так. И сейчас такой период твоей жизни, когда ты перестаешь подстраиваться и начинаешь диктовать свои условия. Да, много споров, но ты готова к ним, потому что ты четко цель видишь. Да какое послание от ангела-хранителя? Не спеши с выводами и шаблоны, не рви сразу. Вот и все. Сейчас важно проверить все дважды, прежде чем действовать. Это не про трусость, а про расчет, понимаешь? Вот тебе наобещали дофига. Возьми паузу. Попроси подтвердить там документами, конкретные сроки должны быть. Не ведись на слова без доказательств. Ангел тебе напоминает, что сохраняй баланс между напором и вот этой вот недоговоренностью, дипломатией, понимаешь? Даже если хочется там взорваться и высказать все, что накопилось, сначала подумай о последствиях. Знаешь, еще момент, будь готова к неожиданным новостям, которые все перевернут. Не цепляйся за вот первое, что ты придумала, за первоначальный твой план. Если факты показывают другую картину. Сейчас твоя сила вот в змеиности. Вот не в змеиности, в змеиности. Ты моя змейка. Ты моя маленькая кобра. Простите, пожалуйста, не удержался. Я не предвзят. Вот это вот не змеиность, как ее называется-то? В гибкости у тебя сила сейчас, понимаешь? И в умении вот в это адаптироваться. Вот твоя задача, как водичка камни обтекает, вот точно так же, а не биться лбом об каждый камень. Какой совет? Не будь змеей. Простите меня, пожалуйста. Знаешь, сейчас нужно сосредоточиться на том, что вот реально от тебя зависит и реально приносит тебе денежки.
Ну, не обязательно денежки, а вот любые ресурсы. Перестань распыляться на 500 тысяч дел одновременно. Выбери ты одно направление, наконец-то, где ты вот видишь потенциал, и веди его вот до первых результатов. Свой проект сделай там, если хочешь, я имею в виду начать, сделай какую-то минимальную версию вместо того, чтобы бесконечно этот, как его, вкладываться. Сделай минимально, протестируй. В отношениях решай всегда один конкретный конфликт, а не все сразу. Потому что все сразу — это «здравствуй, ругачка», мы разводимся, я ухожу, все, телефон на замке. Сейчас важно заземлиться и руками работать. Поэтому берешь билет и едешь где-то на картошку. Ладно, пошутил. Ну, важно заземлиться, да. Знаешь, вот по поводу руками работать, это что ты можешь сделать? Дома уберись, приготовь еду себе нормальную, тем более, если у тебя мужика нет, я знаю, как ты питаешься. Не говори мне, что ты питаешься там первое, второе, третье. Что ты делаешь? Яичницу и бутерброды. Приготовь нормальную еду и поешь нормально. Бумаги разбери. Это все, это я не шучу тебе, нет. Я тебе не шутник, паразит. Это, знаешь, это тебе ощущение контроля даст. И не стесняйся просить помощи, потому что не загоняй себя в тупик. Понимаешь? Проси помощь. И, кстати, у тебя еще ты свои достижения с чужими сравниваешь. Тоже прекрати это делать. Это не твое. Твоя дорога, она уникальная. И не должна она подстраиваться под какие-то там чужие стандарты, чужие советы, чужое бубнение в соседней комнате. Действуй так, как будто у тебя зрителей нет. И живи так, что у тебя как будто зрителей нет. Понимаешь? Только ты и твой результат, и всегда помни, что я с тобой рядом.